Всем привет! Мы продолжаем рассматривать свежие новинки от производителя IXO Models в масштабе 1 к 43. В сегодняшнем видеоролике я хочу вам показать, на мой взгляд, очень симпатичную и вполне удачную масштабную копию, копирующую гоночный автомобиль на базе ВАЗ-2105. Эта модель поступила в продажу буквально пару недель назад. Ее рекомендованная розничная стоимость в Европе варьируется от 36 до 39 евро, в зависимости от модельного магазина. И это не единственный ВАЗ-2105 в гоночном исполнении у IXO, который предлагается на сегодняшний день. Годом ранее свет увидела партия из двух масштабных копий, которые не сильно отличались от этой модели. Единственное, у предыдущих автомобильчиков была другая схема окраски, другой порядковый номер. На одной из моделей были установлены колесики, взятые от базовой гражданской версии ВАЗ-2105, а на втором автомобиле установили легкосплавные колесные диски в форме паутинки. И первые модели решил не брать в свою коллекцию по ряду причин. Во-первых, для меня не столь принципиально, кто выступал на спортивном автомобиле. Я беру только те автомобильчики, которые мне визуально больше нравятся. И второе, первые две модели были в белом цвете с синими полосками. Они очень похожи друг на друга, и, на мой взгляд, на корпусе недоставало спонсорских наклеек. И из-за этого автомобиль выглядел немножко куца. Модели из второй партии отличались по цвету. Одна машина белая, вторая бежевая, и второй экземпляр мы рассмотрим чуть позже в отдельном видеоролике. И у этих автомобильчиков больше косметических отличий. Например, на данной масштабной копии на передние фары установили защитную сетку из фототравления. И вы в комментариях можете написать, какие советские спортивные автомобили есть в ваших коллекциях. Возможно, вам тоже удалось приобрести спортивную модель от IXO Models, возможно, у вас есть какие-то конверсии или работы мастеров-одиночек. Если посмотреть на советский автоспорт в 43-м масштабе, то он не так обширно представлен, как западные аналоги, но IXO потихоньку осваивает эту тематику, и помимо гоночных автомобилей у них также предлагаются машины сопровождения. И, кстати, была одна модель автомобильчика для развозки запчастей с надписями «Лада». Я тоже постараюсь взять эту модель в свою коллекцию, и можно будет сделать довольно интересную диораму. Что касается других гоночных машин, то у IXO также на сегодняшний день предлагаются раллийные москвичи. Там тоже несколько вариантов исполнения, но москвич мне не очень понравился, потому что у машин довольно крупные колесные диски, которые крупнее, чем должны быть на настоящем прототипе, и эта модель мне сразу напоминает продукцию из журнальной серии «Автолегенды СССР». И как-то советским машинам от китайцев не очень везет с колесными дисками. И если посмотреть на другие промышленные бренды, то можно отметить продукцию Deep Models. Правда, у них гоночная тематика более экзотична, автомобили, которые мало кто видел вживую, но тем не менее многие модели есть в моей коллекции, и на них я делал видеообзоры. Кому интересно, можете поискать старые видеоролики на моем канале. И когда я приобрел эту модель, то мне сразу вспомнилась старая машина от Tamtal ВАЗ-2105, которая тоже предлагалась в гоночной окраске, и у машинки были белые дверки, порядковый номер и логотип «Автоэкспорт», если мне не изменяет память. И такая модель у меня была в советское время, но, к сожалению, она не сохранилась до сегодняшних дней и осталась только в моих воспоминаниях. Давайте распакуем коробочку, посмотрим на этот замечательный автомобильчик поближе, и для сравнения я вам приготовил гражданскую версию из серии «Культовые автомобили Польши». Она имеет некоторые отличия от российского издания «Автолегенды СССР». И у этой модели довольно компактная коробочка, стильный дисплей-кейс, также картонная упаковка в черном цвете с оранжевой полосой. На нижней стороне упаковки вы можете ознакомиться с информацией, касающейся данного производителя, указанных официальный сайт. Есть артикул, по которому можно найти автомобиль в интернете, и указан прототип Lada 2105, и это машина 1984 года. Автомобили из первой партии копировали
делали прототипы 83-го года, но корпуса у масштабных копий абсолютно идентичны, и опять же не вижу смысла для себя покупать все экземпляры в коллекцию. Хотя для тех людей, которые коллекционируют историю советского автоспорта, желательно иметь все варианты исполнения. И я более чем уверен, Иксо в будущем также выпустит такой ВАЗ в других схемах окраски. Довольно много спонсорских наклеек, и по уровню покраски и сборки эта модель чуть хуже, чем базовая продукция Иксо Models, но не стоит забывать, здесь более сложная схема окраски. Очень много мелких надписей, и из недочетов я могу отметить небольшой мусор на передней стойке и очень неаккуратно наклеенная надпись на заднем правом крыле. Но опять же, не вижу смысла обменивать эту модель, потому что не факт, что второй экземпляр придет лучше. У него могут быть дефекты в других местах, поэтому оставлю модель в таком виде. На подставке указаны гонщики, которые выступали на этом автомобиле. Очень хорошо детализирован кокпит, и что мне понравилось у этого экземпляра – наличие каркаса безопасности. Правда, элемент выполнен из пластика, окрашенного в массе. Также установили спортивные сиденья. На них наклеили ремни безопасности. Сзади присутствует система пожаротушения. Другое рулевое колесо. Также отличается панель приборов от стандартной версии. И наклеили декальку с различными датчиками. Вполне хорошие зеркала заднего вида. Подложка здесь из самоклеющейся фольги. На крышу установили небольшую антенку. Также спойлер. Присутствует спойлер на крышке багажника. Прекрасные колесные диски, и я пока что не разобрался, это элемент из фототравления или ажурная пластиковая деталь, но выглядит она очень симпатично и не уступает по уровню проработки более премиальным брендам. Единственное, покрышки здесь взяты от стандартной ВАЗ-2105, и, возможно, спортивная резина шире. И также у этой покрышки довольно высокая боковая стенка. Но опять же, при желании можно найти более подходящую резину. Снизу установили небольшие брызговички. Тоже они добавляют автомобилю более реалистичный вид. Демонтировали бампера, добавили сцепное устройство для буксировки автомобиля. Также окрасили заднюю часть выхлопной системы. Задние фонари тоже более-менее нормальные. Выделили поворотники и огни заднего хода, но весь вид портят черные точки от литничков крепления. И по-хорошему нужно срезать задний фонарь, делать подложку из фольги. Но опять же, если этот элемент вклеен, есть большая вероятность повредить лакокрасочное покрытие. Установлены регистрационные номерные знаки. Они соответствуют старым советским номерам черного цвета с белыми буквами и цифрами, но опять же шрифт не соответствует ГОСТу. Есть шильдики на задних боковых крыльях. И что мне понравилось у этого автомобиля – наличие защитной сеточки из фототравления. Также добавили 4 дополнительных фары, вполне хорошая решетка радиатора, но здесь не так много решеточек, как должно быть на ВАЗ-2105, и скорее всего здесь решетка взята от семерки, просто отрезана верхняя декоративная часть. И стеклоочистители у этого автомобиля сделаны из фототравления. Давайте открутим модель от подставки. Посмотрим, как у нее проработана ходовая часть. И автомобиль крепится при помощи 2 шурупчиков под крестовую отвертку. У многих моделей от Иксо шурупы сделаны под треугольную отвертку, и у многих людей возникают трудности с демонтажом масштабной копии. Но опять же, Иксо продает специальную отверточку, она в Европе стоит 1,5–2 евро.
Вот так детализирована ходовая часть. Точно такая же плашка днища, как у изделий из журнальной серии. И опять же здесь зачем-то сделали кронштейн для сцепного устройства. Хотя бы на гоночной версии его могли демонтировать. Есть значок IXO Models, указан прототип Lada 2105 и масштаб 1:43. И давайте для сравнения покажу вам гражданскую модификацию из серии «Культовые автомобили». Тоже вполне хорошие колесные диски. И, кстати, когда выходила пятерка в российском издании «Автолегенды СССР», многие люди делали конверсии как раз гоночных машин, но я подобными доработками не занимался. Корпус очень похож, и, скорее всего, IXO за основу взял именно модель от Ista. Только изменили литьевую форму, расширили колесные арки, опять же сделали новые элементы салона. И у IXO модель выглядит более нарядно. Также у журнального варианта пластиковые стеклоочистители, хотя они выглядят вполне симпатично. И вы можете посмотреть на решетки радиатора. Опять же, у гражданской версии решеточка, на мой взгляд, более правдоподобна. Но эти детали, я думаю, можно заменить при необходимости. И можете посмотреть, как сделаны нижние части. Особо отличий тут нету. И автомобили вид сзади. Вот такая вполне симпатичная масштабная копия, которую можно встретить в открытой продаже. Если вам не достались модели из первой партии, также эти экземпляры, не переживайте, они появятся в продаже чуть позже. Например, посмотрел сейчас автомобили из первого выпуска, можно купить даже чуть дешевле, чем их первоначальная рекомендованная розничная стоимость. Пишите ваши комментарии, что вы думаете о продукции IXO Models. Понравился ли вам данный гоночный автомобиль, есть ли в вашей коллекции какой-то из вариантов окраски. Если вам понравился данный видеоролик, не забывайте поддержать его лайком. Вступайте в мои группы в социальных сетях, ВКонтакте и Фейсбуке. Жмите на колокольчик, если вы не сделали этого раньше, чтобы не пропустить уведомления о выходе новых видео на этом канале. И можете заглянуть и подписаться на мой второй канал, там тоже выкладываются видеоролики на те модели, которые я демонстрирую здесь. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока.